Ритуал непростой, дитя. Мне нужно, чтобы ты как следует постарался. Вот так, дитя мое. Вот так. Не протився ему. Поддайся его силе. Обалдеть, дамы и господа. Иссохшая рыба, или что это такое, именуемая себя междумирцем, наконец-то найдена. Да, именно она тот самый голос, именно она та самая мать, и именно она звала Лолошку сотни лет подряд. Внимание, я говорю Лолошку специально, ибо напомню, GDH она тоже называет моим именем, только она говорит про него не изначальный, а про меня некий первый. То есть вот прям так и говорит: ты первый, Лолошка. Ничего не понятно. Проблема в том, что даже найдя эту рыбу, мы из ее загадочных предложений поняли информацию только про какие-то печати и про то, что сын создал первых. Получается, и меня тоже. Я все еще ничего не понимаю. На данный момент сын и отец запечатаны. Но именно сын, видимо, вопреки его желаниям, питает силу отца, которая позволяет бате управлять зараженными. Если печать разрушить, сын перестанет кормить отца. Но оскверненная сила хлынет в отца, видимо, уже извне. То есть получается палка о двух концах. Делая одно действие, мы сразу получаем и хороший, и отвратительный эффект. Но, дамы и господа, все то, что я сейчас сказал, хоть и важно, но не настолько важно, как то, что сказал Джон в конце предыдущей серии. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы впервые увидели мать. Да-да, мама у нас это, оказывается, огромная иссохшая рыба. Вот кто же представлял, да? Как говорится, долго поживешь и не такое увидишь. Но самое главное, что мы также узнали про запечатанного отца и сына. Если прям супер коротко, вся информация обрабатывается примерно так. Нам это потом очень пригодится. И мы все еще не знаем, для чего отцу нужны артефакты. Кстати, да, на протяжении всех серий мы до сих пор не узнали, зачем ему весы, наручи, какие-то другие артефакты. Но самое главное, что нужно помнить, несмотря на наши познания, отец все равно на шаг впереди. Лукий сказал: через пару дней мы сами все увидим. Давай дождемся следующего хода врага. Что ж, по идее, следующий шаг сегодня? Наверное, да. Но у меня, если что, никаких улучшений сделать не получится. Нету кузницы, нету никаких прокачек, поэтому, типа, я готов. Ну и, кстати, заметил, что Садыка и Балсмэк постоянно спорят. Наверняка, может... Как же он произнес: ты все поймешь через пару дней. А сколько времени прошло после той нашей встречи? Черт. Как же тяжело ориентироваться, когда нет часов. Но я чувствую, что тот самый момент скоро настанет. Связано ли это как-то с печатью, за которой находятся отец и сын? Если Междумирка сказала, что именно мы должны разрушить эту печать, значит ли это, что нам нужно помочь Лукию? Наверняка он знает, где находится отец и что именно нужно для снятия этой печати. Хотя Луки ведь искал артефакты. Значит, это у нас все есть, верно? Или все-таки чего-то не хватает? О, черт, как же сложно. Именно поэтому я предпочитаю отдавать все планирование Джону. Так, ладно. Сначала нужно удостовериться, что с Айрисой в порядке. Потом уже обдумывать следующие шаги. Ага. Так, окей, проверить Сайрису и понять, зачем мы должны освободить отца. Ну, то есть, я как бы понимаю, что освобождение отца — это одновременно освобождение сына. То есть, одним действием у нас получается и супер круто, и супер плохо. И в итоге непонятно, что из этого круче. Так, ладно, это, Балсмэк, Садыка, нет, привет, серьезно, что у ты вас меня тут? задолбал. Чё ты от меня хочешь-то? Ну, я Эй! Вот. Всем привет, о чем секретничаете? О, Лолошка собственной персоной. Я ведь просила тебя, чтобы ты его сюда не приводил. Эй! Ой, да опять 25. Слушай, Садыка, ну я не мог оставить его одного, ты сама это знаешь. По Архею сейчас бродить в одиночестве опасно. Ага. Не, Лолошка, этот нигде не пропадет. К сожалению. Да, ну, Садыка, чё ты сразу-то, а? Я же просто поговорить, блин. Вспомнить было и забыть старые обиды. Да, в одно место все твое былое.
Так, ладно, ребят. Я, кажется, вторгаюсь во что-то личное и... Ты на что это сейчас намекаешь, пацан? Вот был бы тут Сайман. Он бы показал тебе, где твое место. Да, я чё виноват, что ли, что он Да, это... короче, Балсмак, я тебе еще раз повторяю. Мы с тобой не друзья. Хватит за мной таскаться. Мешаешь только. Да, ну, Садыка, я... Подвинься. Чё она такая бешеная, а? О, Балсмак. Ну, я думаю, ты сам знаешь, ей многое пришлось пережить и... Так а чё? Мне тоже вообще-то... Ах, ладно, я просто хотел сказать, ты бы лучше ее не терроризировал. Лучше помоги с чем-нибудь в лагере, если планируешь здесь задержаться. И, кстати, об этом. Ты почему не с Гимлином? Вы же вроде как лагерь хотели отстраивать. А чё, а кто сказал, что я не планирую помогать, а? Тем более материалов как не было, так и нет вообще-то. А Гимлин вон, пошел округу осматривать под места для построек. Так, ну а ты чего? От работы, что ли, отлыниваешь? Спарки не дают? Да, иди ты со своими спарками. Да. С другой стороны, я никогда и не соглашался принести эти материалы. Тоже мне. Да уж. Каждый разговор с Балсмагом это реально прям какая-то тоненькая грань. Ходить по тонкому льду, как будто его можно вот в один момент взять и взорвать. Причем не только его, но и меня тоже. То есть я вижу, как ложку Балсмаг прям злит. Так, что у нас здесь? О, господи. Что это за детский утренник? О, кого вижу? На ребятню опять посмотреть пришел, да, ложка? Привет, Вален. Да вот, хотел спросить, как дела? Гимлин говорил, что Гулида с Синдри побаивались остальных и... Да, было. А вот теперь взяли и осваиваются потихонечку. У тебя как? Ты сегодня за Гимлина на смене, верно? Ой, да у меня уж силы-то не тело, ложка. Подкосили меня битвы, ох уж подкосили. А в свое-то время я... Ой, да что ж ты, ну куда ты так, Синдри-то? споткнулся. Давай, вставай. Так, ладно, ребят. Я, наверное, не буду вам мешать. Да, ладненько, давай, удачи тебе. Вот так вот, реально, детский садик. Что произошло? Вы танец не поделили? С кем-то, может быть, еще поболтаем? Привет, орки. Ты че его бьешь? Сорвен. О, привет. О, ложка. Скажу тебе честно, многие обескуражены обилием существ, которых ты приводишь в лагерь. Ой, сначала незнакомые нам дворфы, ворон, а потом еще и девочка. Признаюсь, многие недовольны таким резким изменением. Больная, за которой еще и нужно ухаживать. Лишний род, который нужно кормить. Ох, Сорван, знал бы ты. Я бы сказал, что всем нам повезло, что Сайриса нашлась. Потому что именно Сайриса помогала нам разрабатывать лекарство, с помощью которого мы способны лечить заражение. О, какая-то девчушка помогла лекарствам. Да. Это... Сайриса это не просто какая-то девчушка. Ну, ладно, кажется, я видел ее пару раз. Это же та сумасшедшая из леса, верно? Да, она по-любому. Помню, стражники говорили, что она пыталась попасть в Эшхолд. Обвиняла церковь в краже какой-то... реликвии. Видимо, наручей. Ну, то есть Что? это... У тебя дважды два не складывается, да? Это... Так, не говори мне, что... Да, Сорван. Это именно то, что я пытаюсь сказать. Сайриса — эльфийка. Да как получается? Не предполагал даже... эльфы не существуют в Архейже. Да, Сорван. Церковь истребить всех все-таки не смогла. Да нет, я не это имел в виду, но... Да... Этого уже не изменить, верно? Правильно, этого не изменить. Вы, церковники, конечно, изменили и переписали историю, но ваших деяний это не отменило. Да и ход истории всегда можно повернуть в другое русло. Да я... Не понимаю, ты о чем? Я намекаю на то, что тебя назначили управляющим в поселении. Ты можешь сделать так, чтобы жители приняли Сайрису и помогли выходить ее. Тогда, возможно, Сайриса захочет отплатить вам тем же. И, может быть, постарается забыть старую вражду. Если честно, у меня такое чувство, будто я где-то еще ее видел. Когда Джон нашел меня в архивах, да. Помню, она говорила не очень приятные вещи.
Это смутные воспоминания, но она, кажется, убить меня хотела. О, да. Потому что я кардинал, ворон из церковников. Успокойся, успокойся. Кардинал уже давно мертв. Теперь его место занял Сорван. И я уверен, что Сорван сделает все возможное, чтобы изменить историю Архея в лучшую сторону. Ну, да. Спасибо, Лолошка. Я постараюсь поговорить с остальными. А вообще, знаешь, ты смог бы неплохо работать в исповедальнях. О, нет, нет, Сорван, не надо. Давай ты все-таки не будешь приниматься за старое, окей? Ладно. Что ж, ну, живи, получается, осматривайся. Да, у нас, получается, Сорван управляющий, кстати, с Балсамогом больше не поговорим. Ну, главное, чтобы всех приняли. Привет. Выжившие обычные неразговорчивые, ладно. А у нас все-таки Сайриса, эльфийка, которая выжила. Что ж, Эй, да-то не двигайся, лежи, девушка. Ну чего ты так сразу-то, а? Эй, Сайриса, привет. Ты как? Рад видеть, что ты уже в сознании. Ой, да-то, Лолошка, ты не говори с ней, не надо. Она-то уж получше. Но все-таки ж силы надо беречь. Беречь надобно. Она пришла-то в себя только с Кефос назад. Слаба еще, Лолошка, слаба она. Старый человек, он обращался ко мне. Ну, ладно. Болтайте. Как вы... Сколько действует эта пыль? Когда я снова... Тихо, Сайриса, успокойся. Слишком много вопросов. Особенно в твоем-то состоянии. Мы все обсудим, когда ты полностью восстановишься. Ну да. Слушай, Лолошка, не обессудь. Я уж нашей-то красавице рассказал немного, что произошло. Про лагерь там, про порошочек новый. Все-то уж страшное позади, Сайриса. Только зелья целебные принимать надобно. И все тут. Ох, какой кошмар для организма женского-то. Ой, заражение. Слушай, Лолошка, он очень много говорит, но при этом не говорит ничего полезного. Слушай, давай коротко. Сайриса, я уже испытал новую чарующую пыль на человеке. Заражение к нему не вернулось. Я думаю, тебе тоже не о чем переживать. Но невероятно. Вы сделали ее без меня? Поверить не могу. Но как вы вообще... Успокойся. Я обещаю, что расскажу тебе потом. Сейчас тебе нужно отдыхать. Но ведь если... Да что такое? Не нервничайте, леди. Нервничать вредно. Успокойтесь. Ты вон смотри, какая слабенькая-то. Старик, как же ты не понимаешь, что... Да, привет. Леди Сайриса уже очнулась, да? Я собрал, если что, немного слизней. Должно помочь от боли в мышцах после проросшего в них скинта. Еще раз привет. Рад, что вы пришли в себя. Еще один болтливый человек. Хватит с меня. Простите. Да что такое? Ну, девушка, ну мы же как лучше хотим. Тебе бы поспать бы, отлежаться. А все твои вопросы, они потом они. Ой. Так. Ладно, Беренгари, у меня вот, возьми. Слушай, Сайриса, Беренгари вообще-то прав. Мы с тобой обязательно поговорим, но только не сейчас. Мне есть чем с тобой поделиться, правда? Джону, кстати, думаю, тоже. Давай сюда свое. Так. Все? Успокаивающее зелье. Не, ну, скин-то на ней нет, поэтому все нормально. Так, здесь в итоге что-то делается. Здесь мы поговорить больше не можем. Короче, то, что она восстанавливается, это шикарно, но Лолошка упомянул Джона. И тут до меня дошло, что мы реально его не видели. Эй, GDH. Так, Садыка уже не спорит с Балсмогом. Это... Лолошка. Так, ладно, это пофигу. О, Так. ура! Ты наконец-то снизошел до своего скромного, опосредованного слуги. О, великий первый Лолошка. Джон? Да. Ты сейчас серьезно решил сказать именно это? Кажется, слова Междумирки тебя очень сильно задели. О, господи, нет.
Я всего лишь решил на время перенять твое чувство юмора. Чтобы ты понял, как ты выглядишь со стороны. Слушай, Всего давай лишь. честно, мне сейчас совсем не до шуток. Тебе, кстати, тоже. Когда была наша последняя встреча с Лукием, ты знаешь? Пару дней назад, верно? Угу. 45 часов и порядка 47 минут, если говорить чуточку точнее. Удивлен, что ты не считаешь. Думал, мы с тобой уже обозначили важность долгосрочного планирования. Как ты... Плевать. Луки собирается разрушить печать. Вау. Сам до этого дошел или как? Ой, пожалуйста, только не ехидничай, не сейчас. Междумирка говорила, что печать должны разрушить именно мы. Значит ли это, что мы должны с ним... объединиться? Объединиться с Лукием? Ну, возможно, в какой-то мере ты прав, но... разве не ясно, что у нас совсем другая цель? Да, согласен, но Луки знает, как ее разрушить, а мы нет. Что, если он сделает это без нас? Ой, опять ты все забываешь, Лолошка. Артефакты. Он не смог собрать все артефакты, помнишь? А, точно. То есть ты думаешь, что без них... Да, все правильно. На самом деле довольно типичная механика. После слов Междумирки все встало на свои места. И... да, Лолошка. Я как следует все обдумал. Как бы ты ни критиковал мои методы силлогистической практики. Очевидно, ценность артефактов не только в их сакральном значении. Скорее в их... практической сути. Для поддержания печати одной силы сына явно недостаточно. Особенно если он каким-то образом питает отца. Я пока что не уверен, как именно должен работать этот механизм, но убежден. Применение артефактов заключается именно в этом. Создание печати, ее поддержание и, соответственно, ее разрушение. Ну, ты понял? Мы нужны Луки, Лолошка. Так же сильно, как Луки нужен нам. Угу. Только он знает, где находится отец. Именно, именно! Рад, что мы с тобой это определили. Да, это все, конечно, окей, но... А сейчас-то нам что делать? Идти искать Луки? Серьезно? Рядом с телом Междумирки его не было. Может быть, снова используем сову? Не знаю. Черт. Это напоминает бесконечную и ужасно раздражающую игру в прятки. Сколько можно это... Успокойся, тебе ли возмущаться? Да и к тому же мне показалось, ты к такому привык, не? Вообще, знаешь, у меня есть ощущение, что Луки и сам на нас выйдет. А, может быть, я и ошибаюсь, а может быть и не ошибаюсь. Короче, в любом случае пойдем. Если что, объединимся снова. На данный момент наше объединение одно из главных наших преимуществ. Если не самое главное. Ну да, справедливо. А что тут происходит? Невер, ты с каких пор стал... А, я вспомнил! Его же просили обучить магии, точно! И он реально обучает, красавчик! Неверу есть чем заняться, и растения повыращивать, и магии пообучать. Так, по итогу мы... Давай. Да, я знаю, что тебе это начинает нравиться. Прекращай, Джон. Так, начинаем слияние. И... у нас все получится, правильно? А? Что за... Что происходит? Почему я... Эй! Нет. Я что, поглотил Джона? Почему мы выглядим как я? Как обычный я? Джон? Ты тут? Что происходит? Джон! Ладно, все. Прости, за этим было слишком забавно наблюдать. Что за... Поверить не могу! Я же испугался, Джон! Я знаю. Я ощущал твою панику. Это был такой наивный детский ужас. Вот вообще... Это не смешно, Джон! Почему мы выглядим вот так? Я немного поманеврировал, назовем это так. Просто Луки знает, как мы выглядим, когда объединяемся. Плюс к тебе он настроен более снисходительно, чем ко мне. Ты же сам это знаешь. Подозреваю, что он выдаст нам больше информации, если будет уверен, что перед ним самый обычный Лолошка. Но... как именно ты это сделал? Ой... Ладно, это, конечно, не самый важный вопрос, но окей. Дал тебе чуть больше контроля над своей вспышкой. Поэтому давай, пожалуйста, ты не будешь делать глупостей, окей? Ну что ж, ладно. Да, и еще кое-что. Ты будешь прислушиваться к тому, что я тебе говорю. Хорошо? В этом состоянии я не сильно способен контролировать наше тело.
Ай, знаешь, Джон, когда-нибудь я тебе обязательно отомщу. Блин, ну а чё, прикольно? Так, и что в итоге? Теперь будем ждать или выйдем на него сами? Я не уверен, насколько Луки педантичен, но прошло уже практически 2 суток по стандартным меркам времяисчисления. Так что, думаю, он должен выйти на нас. Нужно сделать так, чтобы это произошло дальше от поселения. Так, ладно. Дальше от поселения. Это каким образом? Здесь у нас получается все еще поселение, очевидно. Выйдем, наверное, с той стороны, где начали. И просто пойдем... ну просто пойдем, окей. Привет, ребятки! Так, мне на самом деле не то, чтобы с вами нужно встретиться, но окей. Мне, ну... Ой-ой-ой. Мне нужен Луки. Ой, да боже, иди отсюда. Пошел прочь, тварина! Луки, значит, все-таки пришел. Ой, а что тут все в крови? Так. Привет. Подожди, мне кажется, или... мне показалось, там какая-то тень. Типа, знаете, второй Луки стоит, но нет. О, Лолошка, нечестивое, непокорное дитя. Знал, что ты послушаешь, знал, что ты придешь. Время пришло. Близок судный час. Да светится имя его. Да простит он грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть, реально, вот так просто? Ты действительно решил организовать небольшую аудиенцию? После нашей последней встречи ты... Искренне молящиеся находят благо возле стоп его. О, Лолошка, пойми же, здесь нет никакого потайного смысла. Роль твоя важна для благих целей, дитя. Как и он важен для целей твоих. Ты обдумал мои слова? Я не перейду на его сторону, как бы ты ни просил, Лукий. О, нет, я и не прошу. Ты пока сам не ведаешь, что говоришь. Но скоро ты наконец все поймешь и сделаешь правильный выбор. Да дарует он тебе благоразумие. Ты должен пойти со мной, Лолошка. Давай, соглашайся. Это наш шанс узнать, где он прячется. Если что, мы все равно сильнее. Как же хорошо, что в этот раз ты один. Твой близнец останется здесь, ибо он нам ни к чему. Ведь только ты способен помочь ему вершить благо над землями грешными. Так, ладненько. Я вообще сейчас ничего не понимаю уж. На что мы соглашаемся? Согласиться пойти с Лукием, сразиться с Лукием, отказать Лукию и убежать. Ну давай соглашаемся, если даже Джон это говорит. Да, Луки, я готов идти с тобой. Но только если ты действительно обещаешь ответить на все мои вопросы. Про отца, про его силу, про заражение. И самое главное, про меня. Ой-ой-ой, Лолошка. Я вижу неповиновение в твоих глазах. Смирение еще не пришло к тебе. В тебе нет веры, а душа твоя полна злыми помыслами. Ай-яй-яй. Но до помыслов твоих мне нет никакого дела. Я ведь не идиот, дитя. Я знаю, что согласие твое исходит от сопротивления, но я приму твой ответ. Ибо нужно мне, чтобы ты пошел со мной. Такова воля его, а значит, такова воля моя. Эльфийские наручи при тебе, Лолошка? При мне. Хочешь отобрать, да? Не будь ты нужен ему, разговор наш бы не продлился долго. Да, ты обделен благодетелью. Но если именно ты необходим для вершения блага, так тому и быть. Я ничего не понимаю, что ты говоришь. Постоянно какими-то загадками. Вот оно, Лолошка. Место покоя отца. Место, где вершится чудо его. Да будет оно даровано каждому. Место, доступное только первым его последователям. Именно там заперт отец? Нет.
Именно оттуда он дарует нам благодетель, Лолошка. И как только мы повинуемся воле его, да помолимся, благодетель свою он дарить будет не только нам. Следуй за мной, дитя. Так. Ребят, если вы понимаете, о чем он говорит, вы молодцы, прям реально. О, они не нападают? Да, все они дети его, и все послушаются ему. Им незачем вредить нам, когда мы здесь с благой целью. Ага, иными словами, он контролирует их, потому что знает, что мы идем к нему. Мы идем вершить настоящую добродетель, Лолошка. Мы поможем ему даровать очищение всем. Освободим его от оков этого мира. Слушай, Лукий, а можешь сказать, какова его конечная цель? Подчинить себе все миры, да? О, нет. Ты думаешь о его даре как о проклятии, когда дар его спасение для грешных заблудших душ. Но, Лукий, это спасение совсем не похоже на спасение. Ну, потому что ты смотришь, но не видишь. Ты упрямо отказываешься понимать то, что объяснялось тебе бесконечное количество раз, Лолошка. Смотри же. Милосердие его не знает границ и рамок. Даже сейчас, когда сила его ограничена, он делает все, чтобы даровать чудо этому миру. О, это же величайшая честь. Честь, которой можно удостоиться. Существовать под его мудростью. Да, пускай, Лолошка. Возможно, пока ты так и не поймешь, ведь ты не знаешь его так, как знаю я. Ты позволил зерну сомнений прорасти в сердце твоем, Лолошка. Но я очень надеюсь, он сможет тебя переубедить сам. Если он увидел в тебе что-то, что значимо для него, если у него на тебя такие глобальные планы, я доверюсь этому суждению его, как доверяю любому другому его суждению. И не дам вере своей покоситься из-за моих собственных убеждений. Черт. Луки, а почему ты так предан ему? Ты ведь больше не заражен, мы развоплотили тебя. Воплощение — это не только про физическую суть вещей, глупое дитя. Это про искреннюю веру, про преданность, смирение. Так, ладно. Чего же ты тогда снова не заразился заново? Говорил же, что теперь стал слабее, разве нет? Не надо. Моя связь с ним достаточно крепка. Я не могу рисковать и помешать планам его из-за собственных ошибок. Черт, я никак не могу понять эту логику, честно. Если то, что он дарует, благо, это не было бы риском, разве нет? Почему ты все еще не заражен? Перед ним не нужно было бы смиряться и все такое. Оно бы не причиняло тебе страданий и боль, и... Говоришь, как сын его. С такой же уверенностью и с таким же упрямством, Лолошка. Все вы, дети, считаете, что вы умнее того, кто вас породил. Все вы уверены, что знаете лучше, чем есть на самом деле. Его сын противостоял ему, и даже частично преуспел в этом. Его сын познал благо, когда еще не был к нему готов. Посчитал, что сможет превознестись над собственным отцом. Им двигала гордыня и непослушание, Лолошка. Ровно так же, как и двигает сейчас с тобой. У тебя еще есть время обдумать это. Есть. Не отрекайся от блага, которое так искренне тебе дарует. Пойми же. Как это все сложно. Мы уже близки, дитя. Близки. Так, и что же нам нужно сделать? Все не так просто. Печать открыть могут лишь первые, а артефакты всего лишь инструменты. Ритуал непростой, дитя. Мне нужно, чтобы ты как следует постарался. Мне понадобится твоя кровь. Думаю, ты уже примерно понимаешь, какая ценность в ней хранится.
но ты все еще строптив. И помыслы твои богохульные. Ладно. Я думаю, ничего страшного не случится, если кровь твоя будет немного подпорчена. Что? Эй, ты что творишь? Епископ. Да. И я прошу прощения, что прервал вас. Ай. Ну что опять? Да, к королевстве оказывают сопротивление. Нам не справиться без вас. Ну что же, я же просил. Я же говорил вам, какое важное событие сегодня ждет всех нас. Все, что вам нужно было сделать, удостовериться, что мы можем достойно его принять. Простите, епископ, пожалуйста, простите, но наших сил не хватает. Да вопрошаем мы к помощи вашей, а через вашу к помощи его. Ай-яй-яй. Нам стоит немного повременить, Лолошка. Ты уж извини. Я верю, что ты не будешь делать опрометчивых и небогоугодных вещей. Не пытайся бежать отсюда, иначе тебе не выжить. Будет крайне обидно, если все наши планы разрушатся только потому, что ты погибнешь. Давай. Что это, черт возьми, сейчас было? Подожди, он хотел заразить меня? Ай, надо убираться отсюда. Ай! Ой. Эй, Джон, ты что творишь? Нет, ты не прав, Лолошка, нам точно не нужно убираться отсюда. Точнее, тебе. Джон, ты не понял? Он хотел только что воплотить меня. Да, тихо, успокойся, Лолошка, я понял. Но ты не понимаешь. Это буквально единственный наш шанс пробраться к отцу. Лукий сказал, что ритуал непростой. Мы понятия не имеем, как он работает. Дай ему заразить себя. Что? Ты с ума сошел? Тихо, доверься мне, доверься. Наш враг привел нас в свое логово. Лукий до сих пор не доверяет тебе, но сделал это только потому, что мы нужны отцу. Лолошка, не переживай, я спасу тебя. Ты же знаешь, что я спасу. У нас есть чарующая пыль. Я подготовлю все, чтобы пробраться к отцу вместе с тобой и развоплотить тебя. Больше у нас такого шанса просто не будет. Мы не можем его упускать. Что? Вы чё, реально заразить? Нет, ну подожди. Отказаться от заражения. Согласиться с Джоном и дать Лукию себя заразить. Предложить Джону заразить вместо себя. Я верю в то, что меня защитит сюжетная броня. Это реально единственное, о чем я думаю. Поэтому, наверное, только из этих, мыслей я могу сказать, ну ладно. Я знаю, что если я сейчас сделаю какой-то выбор, он будет аукаться на протяжении последующих сезонов. То, что я сейчас себя заражу, это как-то аукнется. Я уверен на миллиарды процентов. На миллиарды миллиардов процентов. Черт, какой выбор, а? Блин, это очень круто, но дайте Лукию заразить себя. Джон, мне как-то не по себе от этой затеи. Да я знаю, Лолошка, я знаю. Единственный шанс. Я понимаю, что это просто... Черт. Ладно, хорошо. Я доверяю тебе, Джон. Ты притащил меня сюда, поэтому будь добр. Сдержи свое слово. Да, само собой. Несмотря на наше слияние, мои коренные принципы слабо изменились. Я бы не стал тебе врать. Я очень надеюсь на это. Если ты меня не спасешь, я просто выберусь и тоже заражу тебя, понятно? Не сомневаюсь в этом. Так, ну что же получается? У нас мало времени. Он может вернуться в любой момент. Я прослежу, чтобы все прошло гладко. Да. Чё, прям настолько? А, ты спрячешься? О, ты все еще здесь. Рад видеть, что ты наконец приступил свою гордыню. Да, Лукий, мне все еще нужны ответы на мои вопросы. И ты обязательно получишь их, дитя. Получишь напрямую от него.
Я реально зараженный! Пиздец просто! О май гад! О май... Это трэш. На что я пошел ради сюжетного... Ну, понимания, скажем так. Назовем это Вот следующим. так, дитя мое. Вот так. Прими его волю. Не протився ему. Поддайся его силе. О, ложка. Обалдеть. Так, ладно. Если так подумать, это совсем недалеко. Это очень рискованный шаг, но я справлюсь. Мы справимся. Для моего плана понадобятся остальные. Подожди, где... А, меня оттуда выкинуло? Или это он убежал? А, это он, скорее всего, сбежал. Да, это он убежал, получается, он теперь знает, где находится отец. Следовательно, где-то за теми горами, правильно? А мы сейчас находимся... А, в том самом поселении, где был голем. Да, вот тот самый голем. Он даже прямо сейчас здесь стоит. Ребят, вы уж простите меня, но я просто обязан это сказать. Я в тотальном... Ну, типа, других слов здесь не подобрать. Мой главный персонаж, Лолошка, что вы это видите? Его буквально заражает. Это по-любому аукнется в будущих сезонах, но все-таки этот сезон еще не закончился. Что будет дальше? Узнаем. Пора понять все планы отца, секреты, ну и все такое. У меня, сори, ребят, просто ком в горле. На этом буду постепенно заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам понравилась данная серия. Надеюсь, что вам нравится то, что вы смотрите. И надеюсь, что вы подпишетесь. Не забывайте поддерживать нас не только своими кликами, но и денежно. Можете поддержать нас на Бусти, ссылка сверху, или на мироходец.ру. Официальный мерч. Шарфы, рюкзаки, игрушка Рая Прайм и многое-многое другое. Все это можно приобрести прямо сейчас. Спасибо большое за просмотр. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были только GDH. Только GDH. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.